Всего пару дней назад вышло новое DLC. Я не спал ради того, чтобы пройти его и все-таки понять. И настолько ли оно круто сделано, что стоило даже поднять на него цену в 2 раза. Этот ролик может показаться в некоторых моментах слишком критичным, но я хочу разобрать с точки зрения обычного игрока. Хороший ли DLC? Выпустила Motion Twin. Привет, меня зовут Захар World of Zero, и это обзор дополнения для Dead Cells. Return to the Castlevania. А может это рецензия? Или может что-то другое? Хочу сразу поставить свою позицию при обзоре. Я не очень крутой скилловый игрок, у меня в игре всего 100 часов и руки растут у меня из задницы. Именно поэтому я не буду разбирать, какие там оружия добавили, что лучше собирать, какие билды. И стоит еще учесть, что весь мой опыт игры в Castlevania был когда-то давно, когда мне было лет 6, я понять не имел, что это за игра и что тут делать. Я просто бегал, кайфовал и умирал. Давайте начнем, наверное, сразу с графики. Первое, что бросается в глаза, это, естественно, дизайн самих локаций. Предместья замка мне, правда, кажется уж слишком устаревшими, и именно осуждать это правильно, особенно при условии, что все остальные локации сделали достаточно хорошо. Они пропитаны духом Castlevania, они не кажутся старыми, они чувствуются классическими, и от них веет приятным чувством ностальгии. По стилю графика осталась такой же, как и весь Dead Cells, да и по качеству также. Я бы не сказал, что где-то они сделали вон из рук плохо, но они сделали того, что могло сильно выделяться на фоне остальных локаций. По графике получилось именно столько, сколько надо. Если же посмотреть на дизайн предметов и персонажей, здесь получилось очень круто. Разработчикам удалось перенести в Dead Cells предметы из Castlevania, сделав определенный симбиоз. То есть фактически берется механика и дизайн предмета из одной игры и переносится в другую игру, получив обновленный дизайн с учетом мира Dead Cells, оставив за собой старую механику, которую отлично забалансили под новую игру. Примерно то же самое произошло и с героями игры. Было очень круто понимать, что я встретил в замке тех самых героев, которых видел когда-то в детстве. А что испытали те, кто проходил игру в более сознательном возрасте, я боюсь представить. Дизайн врагов перенесен на отлично, они все узнаваемые и никогда не возникнет вопроса, мол, что это за враг. Но у врагов есть один небольшой минус, который по идее никак не исправить. Это, естественно, механики самих врагов. Если я не ошибаюсь, во всем DLC только 2 новых механики врагов. Мне, если честно, это не особо нравится, но если подумать логически, то разработчики просто не могли дать новые способности мобам из другой игры. Это было бы уже не канон, и Konami вряд ли бы такое одобрили. Но что лично для меня остается фактом, что мобы в дополнении слишком скучные, а все из-за прямого переноса устаревших мувсетов, которые сегодня для любого игрока будут очень простыми. Лучшее, что есть в этом дополнении, это музыка. Только вдумайтесь, здесь больше 50 саундтреков, которые невероятно погружают в это DLC. Это серьезно, это прям на кончиках пальцев. Огромное количество старых мелодий, переделанных на более современных инструментов, на более современный лад. Здесь мне сложно подобрать какие-то слова, в общем, это очень круто и честно. Я даже после игры зашел на YouTube и поставил себе плейлист просто послушать, что-то поделать под него. Хочется отдельно выделить детали, которые есть в дополнении, здесь их реально огромное количество. Причем это не только какие-то костюмы, а именно секреты и прямые отсылки. Чего только стоит диалог с Дракулой, если прийти к нему в костюме Рихтера или Алукарда. Они будут особыми, перенесенными чуть ли не слово в слово из Castlevania. Кстати, да, каким-то образом главный герой научился говорить. Никогда такого не было, и вот опять. Есть много секретных мест и отсылок к игре, которые поймет только человек, который играл в Castlevania, который видел их своими глазами. Даже в режиме Рихтера, о котором мы позже поговорим, есть секретное место точь-в-точь как в Castlevania. И я уверен, какой-то фанат просто писался под себя кипятком, когда нашел это. Вот что-что, а фан-сервисов в дополнении очень много, и он выполнен качественно. Босс-файты также стоят отдельного внимания. Во-первых, я уже говорил, что мувсет здесь оригинальный, атаки боссов и даже финальная фаза Дракулы это канон, так было в оригинале. И в случае с босс-файтами я бы выделил, что в плане фан-сервиса это круто, понятные атаки, они все знакомые, все фаны знают, но они и правда устарели. Это было во многих играх, все эти файты кажутся слишком затянутыми в отличие от остальных. В игре есть режим Рихтера, в Dead Cells перенесли все механики из Castlevania, а по факту ты играешь в другую игру, пока играешь в Dead Cells. Я честно ожидал от этого режима прям какой-то фан-сервис, типа можно зайти, прикольно поиграть и забыть. Но разработчикам удалось сделать режим реально хорошим. Они смогли сюда добавить все, что душе угодно. Механика из оригинальной игры есть, секрет есть, можно получить чертежи для основной игры, можно, подраться с боссом в ассортименте. И в который раз я могу отметить, что вот эта старая механика, честно говоря, все портит. Потому что когда ты заходишь в режим Рихтера, у тебя падает скорость игры. У Motion Twin получилось передать дух игры, сделать крутой саундтрек, хорошую концовку, оставить кучу пасхалок и секретов, но устаревший мувсет дает о себе знать, в конце концов ему больше 20 лет, и иногда он ломает привычный ритм игры. Напоследок я оставил ценообразование, и тут хочу выразить свою субъективную точку зрения по поводу цены на дополнение. Мол, она в 2 раза больше стоит, чем остальные.
потому что видел много людей, которые серьезно не понимают, почему оно типа такое дорогое. Во-первых, это количество контента. Возможно, его не прям овер много, но это хорошее количество контента, на изучение которого идет около 12 часов. Во-вторых, это лицензия Konami. Я уверен, что есть какой-то договор или что-то подобное, из-за чего пришлось поднять цену дополнения, чтобы не уйти в минус разработчикам из Motion Twin, потому что Konami почти со 100% шансом ни за что бы не дали возможность просто сделать все бесплатно. Castlevania — это популярная франшиза, и за имя пришлось платить. Пришлось платить нам. В-третьих, это факт того, что разработчики заранее сообщили о цене на DLC. И хоть это никак не оправдывает, думаю, прошлых пунктов было более чем достаточно. Примерно что-то такое у меня получилось, я уверен, каждому есть что добавить, буду рад увидеть ваши комментарии. И да, дополнение рекомендую к покупке однозначно, особенно если имели дело с Castlevania. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком. А меня зовут Захар World of Zero 2023. Всем удачи и всем пока.